Всем привет! Рад, что вы заглянули на мой канал. Сегодня я выбираю свою землянку, еще мне немножко, и я буду там. Первым делом проверю фотоловушку. Фотоловушка была у нас установлена 2 месяца, и флешка была полностью записана. Посмотрел бегло, файлов очень много, и файлы все пустые. Фотоловушка, видать, была установлена не совсем удачно. В объектив попадала ветка елки, и эта ветка срабатывала, и получается из-за нее срабатывала вот эта фотоловушка. Посмотрю с компьютера, если что-то будут, какие-то дикие животные, то обязательно покажу. Погода у нас сегодня шикарная, прямо настоящее лето, так что лето продолжается. Сейчас я иду в землянку. В землянке я также и не был там 2 месяца. Всем приятного просмотра, мы начинаем. Вижу, очень много деревьев нападало. Что-то как будто бы все по-другому стало. Главное опять мимо не пройти. Вон она. Вижу уже издалека ее. Такая неприметная тропинка. Так что вот она. Вроде бы все на месте так издалека. Есть-то в землянке дверь. Как я оставлял, так она и есть. Приоткрытая. Когда я уходил, печку я закрывал. То есть у меня не так было. Вот у меня была так, печка закрыта. Значит, кто-то что-то тут приходил. В целом все на месте. Стены, конечно, в ужасном состоянии. Ну ладно, сегодня мы это будем исправлять. А так, все на месте. Это здесь, в принципе, и брать-то нечего. Светильник здесь висит. Спички, друзья, сырые, отказываются гореть. Вот и береста потухла. Деревья упали прямо на дымоход. Это опасно очень. Надо вот эти сейчас сучки отрубить. Здесь черемуха. Сосна упала маленькая. Я ее в прошлой серии отпиливал. Вот она.
Сейчас надо вот эту черемуху отрубить, куски, ветки. Предыдущий раз, когда я здесь был, а был я тут 2 месяца назад, приходил я сюда бегло, то есть в землянке я ничем не занимался. Правильно нужно было в прошлый раз еще растопить и протопить хорошо печку, чтобы землянка обсохла. Уходя, я оставил дверь. Кстати, на самом деле это очень помогло в землянке. Стало сухо, нету никаких влажных пятен на потолке. Вот. Сегодня будем исправляться. Сегодня я взял с собой медный купорос. Будем разводить его. Буду я обрабатывать потолок. Буду обрабатывать стены, чтобы предотвратить дальше, чтобы плесень, в общем, не росла. Буду все это сейчас обрабатывать. Буду хорошо топить печку. Прямо нужно землянку прожарить, чтобы все обсохло. Вот. Хочу еще сделать вытяжку. Вытяжку буду делать напротив этого окна. Вот там. Чтобы можно было в любое время вытяжкой воспользоваться. Будет она в виде трубы канализационной. Хочу сделать отверстие и сунуть, получается, трубу в стену. Завести трубу, и чтобы на улицу был выход. А это, друзья, называются лесные тараканы. Не только в квартире они есть, но и в лесу. В виде вот такущих вот жуков больших. Друзья, вообще считаю, когда приходишь в лесной дом, в землянку, в избушку, на заимку, истопить печку, это прям как обязательный ритуал. Это когда ты разжигаешь печку, так становится на душе тепло, это потрескивание. Так что это обязательный атрибут, мне кажется, каждого посещения лесного дома. Как-то и приятно, и тепло сразу становится. В общем, своя лесная романтика. Хочу сейчас сходить до второй фотоловушки. Нужно ее мне будет снять. И потом еще схожу на водоем. Возьму с собой ведро, наберу воды. Будем это ведерко подогревать и будем в нем размешивать медный купорос, чтобы можно было уже начинать обрабатывать стены. К сожалению, на второй фотоловушке сели батарейки, но кадры она какие-то сделала. Кадры с лосем, есть фотография с лисой, я посмотрел. Вот, рядом с фотоловушкой я увидел следы пребывания барсука. Скорее всего, он был там, когда фотоловушка уже не работала. Так что очень печально, конечно. Надо будет батарейки сменить и в следующий раз поставить снова на то же место. В прошлом году здесь была очень большая запруда, и в этом году ее нет. Видать, этой весной была большая вода, и все это снесло. Здесь вот большая такая, я помню, здесь стоял на плотине, умывался. Здесь еще рыбки плавали. Сейчас этого здесь нет ничего.
Из этой трубы я буду делать вытяжку. Будет она у меня проходить через стену. Буду делать прямо рядом с окном. Вот с этой стороны буду пропускать. Сейчас моя задача это сделать аккуратное отверстие, чтобы эта труба пролезла через это отверстие. И чтобы ее можно было потом там зафиксировать. Буду готовить медный купорос. Здесь по инструкции написано, что 100-200 грамм медного купороса на 5 литров теплой воды. Согрел я на печке воду, которую принес из ручья. Здесь у меня примерно литров 8. И сейчас буду добавлять купорос вот этот. Вот. И нужно будет его тщательно размешать. И потом буду наносить тихонечко кистью. Можно было, конечно, краскопультом это сделать, но за неимением его буду наносить кисточкой. В принципе, здесь можно от души потом красить все это. Пошла какая-то реакция с оцинкованным ведром. Ведро помутнело, а вот вижу на уровне воды там красноватый оттенок. В общем, какая-то химическая реакция. Цинк плюс медный купорос. Какая у него формула? Формула уже забытая мною. Давно не проходил химию со времен школы. Уже не помню. Купрум С4, по-моему. Блин, жесть. Ну и все, сейчас пойду это кисточкой наносить. Я надеюсь, цвет должен быть таким. Интересно, справится ли этот медный купорос вот с такой плесенью. Тут прямо такой мощный кусок. Сейчас я его обработаю и посмотрим,
Помогает ли это вообще или нет? Сегодня работаю новым топориком. Вот он, Петрович, сегодня отдыхает. Петрович — это мой первый топорик. Очень часто я им работаю, вы его видели. Сегодня вот у меня в использовании и в испытании топорик от уральской мастерской Аника. Это ушкуй под обратный всад. Вот нестандартная форма. Всад железной части не классический, то есть не с этой стороны, а вот с этой стороны он заходит. Вот линзовидная заточка, режущая часть 90 миллиметров, вес примерно железной части 600 грамм, а общая длина здесь 600 миллиметров и почти, ну, практически 1 килограмм. Очень интересная заточка. На первый взгляд можно сказать, что топорик тупой, но нет. Топорик на самом деле острый. Это все из-за линзовидной заточки. Очень удобная штука при бушкрафте, я считаю. Перерубить дерево, вбить его. В общем, для лесной тематики. Изготовитель делает подарок, если покупать по... Ну, назвав мой канал, это Егор Копусов. Он делает подарок в виде рукояти в 400 миллиметров. То есть при желании можно будет эту рукоять снять, топорище, и заменить на более короткую. Вот так вот. Так что, покупая, можете назвать название моего канала, и вам будет небольшой подарок. Буду я его испытывать дальше в новом проекте, потому что нужно будет работать очень много с нагилями, шкантами. Вот этот топорик, он самое то. Петрович, у него ударная часть немного поменьше, там будет, ну там, конечно, можно забивать, но вот здесь получше. Вот такими заглушечками буду закрывать вытяжку зимой, когда буду здесь. Так вот просто раз, заглушил, и все. И притока, и оттока нету.
Есть один очень интересный лайфхак, когда забиваешь в тоненькую доску, чтобы гвоздь ее не расколол, нужно притупить маленько гвоздь, и тогда он, получается, доску не раскалывает. Вот так вот. Считаю, неплохой способ закрыть окно, чтобы туда не залазили мыши, потому что все лето окно было открыто. Могла туда и залететь птица, залезть куница, которая может наделать делов внутри. Вот, и сейчас уже можно смело оставлять вот так, даже и на зиму. Эту сетку можно не убирать, может быть она стоять так, круглогодично. И вот теперь помещение у нас защищено. Погода сегодня замечательная, тепло. Очень обожаю я в это время года. Это конец августа, уже сентябрь. Ни мошкары, ни комаров, ни клещей, ни пауков. Вообще прямо идеально. Погода прямо становится такая комфортная. И не шпарит, и не жарит, и не холодно. В общем, самая то такая вот четкая серединка. Сейчас я буду готовить себе небольшой перекус. Хочу сделать лепешку. Лепешку запеку на углях. Сейчас буду замешивать тесто. Только что сказал, что погода сегодня замечательная. Как вдруг набежали тучи, стало темно. Вон тучи. Только что солнышко светило. Я тесто замесил. Вот, пускай немного отдыхает, немножко полежит. И буду потом раскатывать в блин. Его буду отправлять на сковородку. Надеюсь, дождика сегодня не будет. Здесь я сегодня находиться не хочу. Здесь помещение сохнет после обработки медным купоросом. Вот, все стены, потолок подсыхают. Сегодня я хочу быть пока на улице. Здесь все просохнет и будет в следующий раз находиться уже поуютнее. Вот, кстати говоря, вот так вот выглядит сетка, решетка. Все, теперь у нас землянка защищена. Теперь смело можно закрывать двери, чтобы сюда мыши никакие не залезли. Вот. И вот
вентиляция у нас теперь будет работать. Выглядит очень аппетитно. Ой-ой-ой, тесто-то как запеклось. Прям хрустит. Можно еще было подержать, чтобы сыр сильнее расплавился. Но думаю, и так тоже будет вкусно. Друзья, супер. Друзья, это, пожалуй, самое вкусное и быстрое блюдо, которое я вообще готовил в лесу. Готовится прям буквально за 5 минут. И вкуснотища вот такая вот. Друзья, я буду заканчивать на этой ноте, друзья. Спасибо всем, кто досмотрел этот ролик до конца. Огромное спасибо, что поддерживаете, продвигаете видео это в топ. Делитесь этим видео, друзья. У меня буквально через пару роликов стартанет новый проект. С беседкой я закончил. И теперь следующий проект, друзья. О нем вы узнаете в следующих роликах. Надеюсь, вы также меня поддержите. Все мои начинания. Ну и, друзья, всех призываю подписываться в телеграм-канал, чтобы оставаться в курсе последних событий, что у меня происходит за кадром, ну и что будет в дальнейшем. А то после замедления ютуба многие жалуются, что почему продолжаешь выкладывать на YouTube я буду и продолжать выкладывать. У меня есть Дзен-канал, можете переходить туда, подписываться. Там я тоже дублирую ролики. Вот сейчас они у меня, правда, с запозданием, но в ближайшем времени, ближе к зиме, я думаю, это запоздание нагоню и буду дублировать туда. То есть будет выходить ролик на Дзен, потом на YouTube. Вот так вот. Можете переходить и смотреть там. Там ролики у меня получаются немого формата, также выходят с разговором. Так что я думаю, вам понравится.
Вот так вот. Спасибо всем еще раз, кто досмотрел ролик до конца. Подписывайтесь, заходите еще. Всем пока. Чаек прям с лимончиком. Огонь. Да вообще все огонь сегодня. До свидания, избушка.